успел нанести бэкфист. О, какой размен ударами. Вот сейчас Сухе. Ну и в каком еще он до конца не понимал. Игорь пока хладнокровно. Джеб отличный был от Бамблби. Первым начинает. О, отлично, да. Ты посмотри на Ранчика. Немного... Всем привет, меня зовут Вадим. Мое прозвище баскетболист. В принципе, ничего не поменялось в моей подготовке к бою. Все так же самое. Тренировал все то, что и обычно. Предыдущий бой я провел с Колотом Романом Викингом. Бой прошел всю дистанцию. Для меня это был хороший тест на мою выносливость. Меня готовил к этому поединку Крутько Олег. Это клуб «Казак» бокса. Я чувствую перед боем, не знаю, ажиотаж, наверное, какой-то. Потребность адреналина. Мой соперник срезался. Это нормально. Это кулачные бои, все травмируются. Я нормально к этому отношусь. То есть нет никаких там каких-то предвзятых отношений к сопернику. Конечно, это же гран-при, это уже серьезные бои. И я думаю, что да, ответственность на каждом из нас лежит. Свое будущее в Махаче. Пока есть силы, пока есть заряд, буду драться. И, конечно, хотелось бы видеть себя в самых лучших результатах в будущем в Махаче. Мой девиз в спорте только вперед. Всім привіт, мене звати Карась Андрій, прозвище Добряк. Є рекорд 2-0, 2 нокаута. Другий бой був з десантом. Був тяжкий бой. Десант мені показав хорошу школу боксу. Виводи зроблені, більше такого не повториться. Та, в принципі, нічого не помінялося. Все як завжди. Високий, крепкий парень, думаю, покажемо хорошу рубку. Перед боем чувствую, чуть-чуть волнення, звісно, є, але думаю, коли вийду в мішковон і пропустю пару ударів, волнення пропаде і почнеться просто відкровенна рубка. Якщо чесно, я радий, бо то, що я не професіональний боєць, я чисто вуличний рубака. І дойти до 1/8 це вже для мене щось значить. Я думаю, що я дойду і до фіналу. Готовий у мене мій тренер і друг Чистаков Олександр, КМС по боксу. Бачу себе одним із топових бойців даної організації. Побіда або смерть. Итак, друзья, продолжаем. Поприветствуем нашего следующего бойца и встречайте Карась Андрей по прозвищу Добряк. Один из самых ярких бойцов нашей организации. Имеет за плечами 2 поединка. В своем прошлом бою сразился с моложеным Валентином по прозвищу Десант. Побывал в тяжелейшем нокдауне, наверное, за всю историю Махача, после которого поднялся и переломил ход событий данного поединка. 2 победы, 2 нокаута. Его рост 172, вес 83, и ему 23 года. Давайте встретим Андрюху и поприветствуем его, друзья. И поприветствуем его оппонента Теплюк Вадим по прозвищу баскетболист.
и по прозвищу один из самых высоких бойцов нашей организации. Имеет за своими плечами 3 поединка и всего лишь одно поражение от одного из самых техничных бойцов нашей организации Даньшина Ярослава. Его рост 194, вес 83 и ему 23 года. Вадим – базовый боец ММА. Давайте его встретим и поддержим, друзья. Когда-то Витя Маори бросил Вадиму вызов. Из-за травмы не смогли подраться, но антропометрия бойцов сейчас схожа. Я думаю, Витя Маори будет болеть за Андрюху. Все было сказано, слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Судьи готовы? Первый раунд, время. Бой! Итак, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас баскетболист, в черных тейпах у нас Добряк. И Добряк тут же летит вперед. Поднимает. Смотри, как пытается Нужно подобраться. просто отталкивать и работать на дистанцию. Что происходит? Вот, кстати, Почему они решили залететь в зарубы? Что это? Сразу клинч со старта. Да, он контролирует клинч, но Да, Саша разнимает их. вот так на дистанции вторым номером идеальная работа для баскетболиста. Он так работал и против большинства своих оппонентов и перебивал их. Добряку очень сложно будет подобраться к... Я так скажу, он прекрасно, Добряк прекрасно понимает. О, отлично, Попадает правый боковой. баскетболисту. Еще туда пытается зарядить правый боковой, цепляется в клинче сейчас. Да, немного так прям Добряк поединок. прекрасно понимает, что ему нужно постоянно сближаться. Конечно, это может сыграть с ним злую шутку, но тем не менее, пока что он делает все уверенно. Уверенно, но проваливается, наказывает его за это баскетболист. Раз. Два. 3. 4. 5. Угол, слушайте внимательно. Его 6. 7. 8. 9. 10. И, к сожалению, все, дорогие друзья, это победа. Это победа баскетболиста Вадим Теплюк. Automatic rounds coming at you from ear to ear. Watch your head bust. Automatic rounds coming at you from ear to ear. Watch your head bust. В данном поединке в первом раунде нокаутом на первой минуте 17 секунде победу одержал Теплюк Вадим по прозвищу баскетболист. Андрюха, как себя чувствуешь? Та нормально, нічого не бачу. Після удара, апперкота, походу, геть почало в глазах вести. Хотів би поізвинитися перед пацанами, що так произошло. А так все чітко. Якщо даси ще шанс спробувати себе, я обов'язково прийду. Спасибо. Договоримся, Андрей. Спасибо. Давайте поддержим Андрюху. Шел до конца. Вадим, с победой. Проходишь далее в Гран-при. Теперь сразу для всех скажу. В шортах у нас не дерутся по регламенту. Штраф тебе. Чтобы такого не делали. Бойцы тоже. Вы же видели, Коля, вы же знаете, что у нас не дерутся в шортах. С победой тебя, но будешь наказан. Ощущения по поединку, как тебе драться было с Андреем? Всем здравствуйте. На самом-то деле и был готов к тому, что будет сразу на меня переть, будет очень много ударов выкидывать, но мы готовились. У меня четкая команда. Это Коля, Кеуш, Макс, Юрец, Андрюха. Мы прошли очень хороший лагерь. У меня были очень хорошие партнеры. Передаю привет пацанам. Леха Тихий, спасибо ему большое тоже. Я представляю клуб «Казак», а также пацаны сейчас сделали свой клуб Old School Boxing. Так что все желающие, кто хочет стоять на этих аренах с поднятой рукой вверх, это к этим ребятам. И, ну что я вам хочу сказать? Ощущения очень крутые. Надеялся, что будет бой по-другому. Но так как мой соперник вынужден был все быстро закончить, все вышло так.
Передаю привет всем своим близким. И еще раз повторюсь, что я очень горжусь и рад тем, что дерусь с лучшей организацией в Украине. Для меня это честь. Спасибо большое. Давайте еще раз поаплодируем Вадиму. Я думаю, один из ярких претендентов в Гран-при среднего веса. Спасибо, друзья. Привет, меня зовут Мохаммед Бен Яхья. Мой прозвище КамАЗ. Я чувствую перед боем отлично. Меня готовил Владимир Батулин из Азаменджия. Я не переживаю ничего, никаких эмоций. Желаю ему удачи завтра, чтобы мы показывали красивый бой и самое главное без травм. Своим будущим Махач, чемпион Махач. Привет, меня зовут Дмитрий Рожко. Карабин. Потому что бью жестко. Я проиграл, но показал характер и зрелище. Стал жестче работать одиночными ударами. Сам готовился. Есть фишки, вы увидите их в бою. Соперник хороший, мы к нему подготовимся. Эмоции хорошие, только вперед и показывать зрелище. Девиза нет, но я люблю очень драться, и это будет мой девиз. Ну что, друзья, сейчас пришло время по-настоящему тяжелой артиллерии. Давайте поприветствуем первого бойца. Рожко Дмитрий! Дима является базовым боксером, КМС по боксу, участник множества национальных и международных турниров по боксу. Его рост 180, вес 100 и ему 23 года. Дрался уже на Махаче против одного из сильных бойцов тяжелой категории Моучина Андрея. Тогда поединок закончился остановкой угла. Давайте поприветствуем Диму и пожелаем ему удачи, друзья. Поприветствуем его оппонента Бен Яхья Мохаммед. Представитель жаркой африканской страны Марокко. Настоящий великан, обладающий высоким уровнем техники и физической мощи. Его рост 191, вес 103 и ему 30 лет. Профессиональный боец ММА с рекордом 13-4. Обладатель пурпурного пояса по БЖЖ, а также чемпион мира по ММА в 2014 году. Также имеет один поединок в Махаче и уверенную победу нокаутом над Калашниковым Александром. Давайте встретим Мохаммеда и поприветствуем его в нашем мешкогоне. Рейтинговый поединок тяжелой весовой категории 90-110. Тяжелая артиллерия, Фил. Очень тяжелая артиллерия. Слушай, Дима у нас, извини меня, тоже с пушечным ударом, но и Мухаммед. Мухаммед, мы помним его прошлый бой. С какими? Что он у там него делал. Во-первых, у него габариты есть. По ММА, я помню его поединки, у него невероятно тяжелый смотрел? удар. Да. Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Мухаммед будет больше работать в клинче, чтобы сдержать Диму. Мухаммед немного повыше Димы и... Ничего себе, немного. И видно, Значительно, да. И по комплекции Мухаммед выиграет, но нельзя списывать Диму со счетов. Вот первый, да, понесся вперед Дима.
Напоминаю, Дима в черных тейпах, Ой. Мухаммед на желтых тейпах. Пытается Слушай, у подобраться. меня уже ладони потеют. Я просто стою и понимаю, что сейчас будет очень что-то жесткое. Но я уверен, что Мухаммед будет по полной включать свой клинч в этом поединке, чтобы удержать Диму. Но и Диме будет, конечно, очень сложно подобраться, вообще полностью даже на физике как-то переломить Мухаммеда, потому что ты видишь... Ты на физику не смотри. Тут именно тот момент, когда на физику не стоит смотреть, но это тяжелый вес, и ты сам понимаешь, один удар... Один даже в удар челюсть, и может всё. очень все кардинально поменять. Да, вот было у нас сближение, так немного пытался прихватить в клинче Мухаммед своего Вот даже оппонента. кажется, ребята работают очень легко руками, но тем не менее, когда этот легкий удар с виду Залетает, да. залетает, это очень страшно. И мне бы даже не хотелось чувствовать эти удары на своем лице. На Я своем надеюсь, корпусе. камера все передаст весь звук, всю силу Вот этих эти ударов. Да. шлепки, да, именно такие, даже не шлепки, глухие такие удары. Пока размеренно работают на спортсмены, никто не пока... Просто не- ребята выжидают, прощупывают почву, пытаются понять, что, как, какие у соперника слабые стороны. Но мы помним Диму еще по его поединку, насколько он нас тогда впечатлил в своем дебютном поединке. Да и Мухаммед, в принципе, тоже Знаешь, вот на... Диме не хватает татуировки реально где-то на животе или на спине, на груди медведя. Медведя, огромного да, бурого да, медведя да. такого. Ну, а тем не менее, пока у нас так пристреливаются все равно ребята. Напоминаю, трехраундовый поединок, формат по 2 минуты каждый раунд. И есть время у бойцов пристреляться. Видишь, пока начинает атаку, не совсем уверенно Дима начинает свою атаку. Последние секунды первого раунда. И довольно сложно. Вот кто будет забирать концовку. Стоп. Тем более у него очень хорошие регалии еще. Регалии, да, у по спорту, Мухаммеда. да. И по ММА, я помню, он реально выступал, у него тяжеленные удары. Когда он вкладывался своими ударами, особенно в этих 4 снова в перчатках. Это было страшно? Это было не то, что страшно, я переживал за его оппонента. Но и Не здесь- расколется ли там череп, да? Да. Но его удары сильнее всегда в борьбе, в граунд-н-паунде. А здесь стойка. Посмотрим. В принципе, он и стойки хорошо наносит удары. Но Дима, и в принципе, и Дима, и Мухаммед себя не совсем хорошо раскрыли в первом раунде. Это был разведывательный раунд. И посмотрим, как они будут начинать второй раунд. Но я так скажу, я наблюдаю сейчас за Димой, и мне кажется, ему нужно уже действовать, потому что он немножечко задышал. Ну, Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть минимально, поэтому Диме нужно ускоряться, если он хочет что-то и сделать. не то, что ускоряться, ему надо рвать темп поединка, Да. потому что первый раунд у нас прошел довольно в спокойном темпе. Бойцы присматривались, пристреливались. Не было прям таких явных агрессивных атак. Там пытался Дима Оглашение, сблизиться. бойцы. В конце первого раунда, скажем так, остановкой врача победу одержал Беньяхья Мухаммед. И Мухаммед одерживает вторую победу. Вторую Представь, победу. да, глаз у Димы. Судя по всему, у Димы проблема с глазом. Дима, что случилось? Расскажи, пожалуйста. Закончился первый раунд, не смог открыть и сразу почувствовал острую боль снизу. Это так важен был этот бой для меня. Я понимал, что это мой последний шанс был показать себя, потому что я в прошедшем поединке проиграл. И в этом, получается, проиграл. Буду очень рад, если дадите возможность еще одну, но с такими боями не проходит. Спасибо большое всему Махачу за шанс. Благодарен очень. Спасибо сопернику. Давайте поддержим Диму, чтобы не расстраивался. Второй поединок заканчивается остановкой врача. На самом деле, видите, он не сдается, он бы готов был продолжать. Я думаю, мы подумаем над тем, чтобы Дима еще проявил себя. Мухаммед, тебя с победой. Очень хорошие у тебя параметры и задатки быть чемпионом в этой весовой категории. Что скажешь? Я по-любому буду чемпионом в этом категории. Я очень хочу благодарить друзья, которые приехали из Харькова, мне поддерживали. Ценю, ребята. Тренер Владимир Батулин. Ему огромное спасибо. Самый лучший тренер. Борка, спарринг-партнер. Ну, вы знаете его, конечно.
Давайте еще раз поздравим Мохаммеда с победой и поаплодируем этим двум великанам, друзья. Привет, меня зовут Иламир Ахи. К этому поединку меня готовил Исаак Бербаев. Перед боем ощущения мощные. Время покажет. Дальше больше не хочу выступать. Тот, кто сильнее, пусть победит. Мой девиз в спорте: кто не пьет, не курит, ровно дышит, сильнее ударит. Всем привет, меня зовут Александр Чекалов. Прозвища нет, поэтому просто Чекалов. Фишек никаких не готов на этот поединок, будет чисто боксерская классика. Соперник, представитель из Казахстана, базовый боксер. Хочу пожелать провести бой без травм, будет интересная заруба. К поединку готовился сам. Наперед не могу загадывать, пока не проведу первый бой. Постоянно побеждает тот, кто постоянно побеждает себя. Продолжаем, друзья. Следующая пара дебютантов. Рейтинговый поединок в легком весе. И поприветствуем первого бойца. Чекалов Александр. Представитель Донецкой школы бокса. Когда приехал к нам на кастинг, Слава Сенченко посмотрел и сказал: о, этот парень точно занимается боксом. Его рост 170, вес 59, и ему 18 лет. КМС по боксу, КМС по кикбоксингу сегодня дебютирует в нашей организации, поэтому давайте поприветствуем Сашу и его поддержим. И встречаем его оппонента Элямир Пахливанов. Элямир приехал к нам из самого южного мегаполиса Казахстана, города Шымкент. Боксерская и борцовская база – вот его ключ к успеху в этом поединке. Его рост 167, вес 59, и ему 20 лет. Сегодня также дебютирует в нашей организации, поэтому давайте поприветствуем нашего гостя из Казахстана и поддержим его. И интереснейшее у нас противостояние. Два дебютанта. Один из Украины, второй из Казахстана, но оба базовых боксера. Один КМС, второй также имеет регалии. Но самое интересное в этом поединке то, что мы вообще не ожидаем ни от кого, как ничего. всегда есть вот этот момент интриги. Интрига. Ты не понимаешь, как работали бойцы. То есть, несомненно, те люди, которые видели кастинг, Андрей, Вячеслав Сенченко, они знают, как эти ребята работают. Да. Два дебютанта, и вроде бы, в принципе, у нас похожи по регалиям. По регалиям, по антропометрии. Да. В принципе, очень-очень похожи бойцы. Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, Чекалов Александр в черных тейпах и представитель Казахстана в желтых тейпах у нас Элямир. Так, пока передней рукой работает у нас Александр. Элямир так пытается, Александр попадает. Немного повело. И еще раз, Еще раз. О, Александр! Красивый добавил в конце этот удар. 4, 5, 6, 7, 8, реагируй. 9, подними руки. 10. Бой!
Но Эламир, конечно, нахватался в этих разменах. Стоп! Да, видно, идет в клинч, идет в борьбу. Бой! Усмирить Александра. снова Слушай, Александр хорош в атаке, попадает. гоняет он Эламира. Оу! Очередной нокдаун 2, для Эламира. 3, 4, 5, 6. Реагируй. 7. Если готов, поднимай руки. 8, 9. Работаем, бой. И вот вновь пытается отогнать ударами. Смотри, как сыпет своими ударами. Стоп, 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 стоп. Работаем, бой. Как только Александр видит цель, он туда же насыпает удары. И вот еще раз попадает отлично. Боковые удары попадает отлично по Эламиру. Эламиру остается только спасаться в клинче и подбираться вот так вот. Конечно, да, подбирается. А сейчас встретил Эламир. Но ты... О, повело сейчас. Что? А Александра повело немного, Как зацепил. все меняется просто. Сейчас Вот. пытается Эламир в клинче набросать ударов. По корпусу активно работает Эламир. Бой. Немного заигрался, знаешь, немного заигрался Александр. Начал так насыпать как по мешку. Ну и выкидывает Эламир свой удар и цепляет. Цепляет. Заканчивается первый раунд. Слушай, Очень. а это только первый раунд. Это только первый раунд, да. Это невероятно. Что ждет нас дальше? Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, время, бой. Так, дорогие друзья, второй раунд двух дебютантов. Неплохой поединок они показали в первом раунде. Сейчас пока джебом Эламир пристреливается. начинает работать на передней руке, раздергивать соперника. Ну и видно, подготавливает свою вторую руку уже сильную. Видно, глаз заплыл у Эламира и снова вновь Саша пропускает попадает. серию от Александра Эламир. Да, хорошо передвигается Александр. Стоп, стоп. И вновь клинч у нас. Бой. Сейчас уже, ты знаешь, более увереннее себя стал чувствовать Эламир. Конечно, начинает уже первым, но вновь тем не натыкается менее, на контратаке. тем не менее, Александр все чувствует, все видит, О, все чувствует. как навстречу красиво пробивает Саша. Уже глаз заплыл и уклонился от удара великолепно. И смотри, видно уже Эламир, когда бил свои боковые закидушные, а уже не Замедлился, такие замедлился, быстрые. да, он ты это тоже замедлился. заметил. О, еще один этот передний боковой. Прям, знаешь, он как полуапперкот, полубоковой наносит. Да, вот этот удар что-то Александра. оно идет вроде как снизу и сбоку. Бой. А в плане контратаки передней рукой Александр великолепно работает. Стоп. Эламир, в свою очередь, он сильно наклонен вперед, он прям вот хочет, он прям отдает голову под удары, сам подставляет под удары свою голову для Александра. Да, так отчаянно уже пытается такими оверхендами залетать Эламир. И вот подключает сейчас клинч, работа да. в клинче. Хоккейного клинча пытался насыпать и довольно откровенно пытается сблизиться Эламир. Эламир, да. Да, но вот этими ошибками не пользуется Ой. Александр. Хотя вот он до этого пользовался, он полностью чувствовал Эламира. Но, возможно, у Александра просто поменялась какая-то тактика, не знаю даже. Я думаю, он хочет переждать этот второй раунд, немного вымотать Эламира. Хотя Эламиру, в свою очередь, вновь наткнулся на встречный удар. Судьи готовы?
Заключительный третий раунд. Время. Бой. Итак, третий раунд, дорогие друзья. Противостояние двух дебютантов. Александр в черных тейпах, Эламир у нас в желтых тейпах. О, вновь пытается встречать, догонять. Немного догнал Эламир. Хотел активно навязать свой клинч. И походу попадает Саша в глаз. Да, неприятно Открытой немного. рукой. Да. Открытой рукой. Хотел как сказать, раз открытой перчаткой. Как раз там в том моменте, когда брался, наверное, за шею, хотел обхватить Эламир. Время. Бой. Бой Слушай, даже не продолжается. знаю, чем попасть страшнее по глазу. Открытой перчаткой или пальцем. Самое главное, чтобы не открытым кулаком, потому что мы помним, у нас были случаи. Сейчас в клинче обоюдная у нас работа от бойцов. Ребята накидывают по корпусу. Да, самое главное, чтобы, не попали по затылку. И ой, как красиво. Все видит Александр, все видит. Просто нет комментариев, нет слов, нет комментариев. Мне кажется, у него Эламир просто в какой-то замедленной съемке. Он он все видит удары, все видит атаки, которые хочет донести Эламир. И полностью красиво его контратакует. О, отличный апперкот. И уклонился от удара вновь Александр. Пробивает. Тут пытается Эламир догнать. Отлично. И Эламир берет его в клинч и накидывает Смотри, снизу, как по корпусу набрасывает удары. Замечание. Вот так можно. Вот так. Слышал? Работаем. Бой. Вновь встречает красиво Александр и набивает свои два боковых, пробивает. Александр вновь снова попадает ему по этому же глазу, который уже затек. В левый глаз вновь попадает Александр. Ну слушай, характер. Просто ты посмотри на характер Эламира. Работаем. Бой. Он продолжает идти вперед. Стоп. Не отворачивайся, позвоночный столб. Работаем. Бой. Какой сложный поединок для обоих спортсменов. Вот так дебют. Вновь легко уходит от ударов Александр. Постоянная у ребят рубка, постоянно, просто. Но и не удивлено, что они так выдохлись. И да, какой красивый бой для этих дебютантов. Просто надо отдать должное. И оба сумели адаптироваться под реалии Махача, под реалии кулачных боев. Единогласным решением судей в данном поединку победу одержал Чекалов Александр. Александр одерживает победу в данном противостоянии, но я хочу сказать, это очень ровный поединок. Я хочу поблагодарить Эламира за его стойкость, характер. Ведь, думали все, что, наверное, в первом раунде все закончится. Я думаю, если бы еще несколько раундов, он бы мог изменить ход данного поединка. Ты молодец, поздравляю тебя с дебютом. Твои ощущения на Махаче? Всем ассаламу алейкум. Альхамдулилля, все. Ощущения мощные. Это не первый, не последний. Иншаллах, скоро мощный бой увидите. Если дадите шанс, конечно. Всем спасибо. Спасибо. Саша, поздравляю тебя с победой, с твоим ярким дебютом. Невероятная техника, если чуть-чуть еще выносливости, хороший конкурент в легком весе. Как тебе твой дебют? Дебют отлично прошел. Готовился сам около 2 недель. Согнал около 7 килограмм. Очень тяжело было. Поэтому хочу передать привет своим родным, близким, маме, папе, всем дедушке с бабушкой, кто меня поддерживает, пацанам моим, секундантам, друзьям моим. Так что всем спасибо, всем спорт. Заслуживают бонус бойцы за бой? Громче, я не слышу. Заслуживают. Я попрошу вас, друзья, они дерутся здесь для вас. Давайте еще раз поаплодируем бойцам. Всем
привет, меня зовут Артем по прозвищу Тёмыч. В Махаче был дебютантом 3-го сезона. Бой был против «Жемчужины» проекта Пашки Павлова. По итогу боя мы извлекли ошибки, которые не дали нам возможности взять победу и начали над ними работать. Мандража как такового у меня перед боем нет, так как я битый парень. По предстоящему сопернику я знаю, что у него база ММА, он малоподвижен на ногах. Меня готовил к этому поединку мой первый и единственный тренер, мастер спорта Украины по боксу Андрейченко Андрей. Никаких фишек на этот бой не готовил. Спасибо Андрею, что дал возможность выскочить мне в рамках Гран-при. Свое будущее в Махаче, зарубиться еще раз с Пашкой Павловым. Мой девиз в спорте – всем Махач, победить сильнейший. Всем привет, меня зовут Влад, по прозвищу Кондрат. Я на Махаче провел 3 боя, из которых 2 выиграл. После предыдущего поединка я ничего не менял, потому что мой соперник такой же самый по параметрам, я думаю, работает так же. К этому поединку я готовился сам. Ну, противник, я знаю, хороший, напористый. Не знаю, бой покажет. Все отлично. Настрой хороший. Думаю, покажем хороший бой. Зрелищный, будет много крови. Слабому разминка не поможет, сильному разминка не нужна. Итак, продолжаем, друзья, наш следующий поединок в рамках Гран-при легкого веса. И поприветствуем первого бойца. Кондратюк Владислав по прозвищу Кондрат. Один из немногих бойцов Махача, который с нами с первого турнира. 3 поединка провел Кондрат в Махаче. 2 победы, 1 поражение. Победы были только нокаутами. Представитель города Житомир. Его рост 180, вес 61 и ему 19 лет. Базовый боец ММА. С 12 лет занимается различными боевыми искусствами. Давайте его встретим и поприветствуем, друзья. Поприветствуем его оппонента, Березнюк Артем. Павлов назвал Артема самым сложным оппонентом, с которым он встречался в нашем промоушене, а также человеком, которому не стыдно уступить место в 1/8 Гран-при легкого веса, что Паша в принципе и сделал. Представитель города Кременчуг, ему 32 года, его вес 61 килограмм и рост 173. Артем базовый боксер, который решил вернуться к тренировкам после того, как увидел выпуски Махача. Призер чемпионата Украины по боксу. В юношеском возрасте провел спарринг с Васей Ломаченко. Давайте поприветствуем Артема и поддержим его, друзья. Слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Судьи готовы? Судьи готовы. Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Кондрат, в желтых тейпах у нас Березнюк Артем. И разница в возрасте, конечно, во-первых, да, большая. 19 и 32 года. Сколько? 13 лет? 19, да, ну да, по сути. Сейчас попытается Артема подобраться к Кондрату. О, отличный боковой исполнение. То только что было. 2, 3, 4. Чего не дорабатываешь? Что такое? 5, 6,
7, руки. 8. Бой. И бой продолжается, дорогие друзья. Неплохо себя Артем проявил. Вновь пробивает по корпусу. Начинает свою атаку с корпуса. И так потихоньку подбирается. Поджимает он его к мешкам. И прочувствует сейчас дистанцию. Артем вот не попал сейчас более ударом. размашистыми ударами бьет. И видно, что есть как бы невооруженным взглядом такое преимущество в физике у Артема, потому что он его легко так бросает Кондрата прям просто так. Напоминаю, еще один нокдаун. И Артем настроен сейчас очень серьезно. Видно вот это вот его Да. на бой именно настроен. Так даже когда он первый нокдаун оформил, он так накричал на Кондрата. Видно, как вот даже с опущенной рукой пытается, вот, конечно, опасно. Да, завалился. И сейчас Кондрат пытается в клинче наверстать упущенное. Пытается, но видишь, как он его зажал, и у Кондрата просто не получается уже ничего накинуть. Смотри, как Тёма тут же врывается. Пытается подобраться, но вот с опущенной рукой, передней рукой, Артем подбирается к Кондрату. Кондрат, несомненно, может воспользоваться этим. Хотя Кондрат тоже так работает с передней опущенной рукой. Подныривает. И отличный апперкот. И с клинча у нас обоюдно обменялись ударами. Такие удары непонятные у них. Они вроде накидывают. С таких интересных углов набрасывают удары. Это, знаешь, вот соединение и клинча. Да, вот такая смесь клинча с ударами. Второй раунд, время. Итак, дорогие друзья, второй раунд. Есть небольшое преимущество в первом раунде было у Артема. И ты посмотри, как не достает. А вот мог бы Кондрат достать тут ударами. И сейчас провалил, и Кондрат понесся вперед. Артем вновь в клинч. Связанные удары Артема проходят какие-то сейчас. Вновь заходит с ударами, вновь у нас клинч, возня в клинче. Вот такая... Не прям плотный клинч, я назвал бы это. Залетел сейчас ударами, вновь в клинч, так на гильотину почти взял Артем. И даже Александр предупреждает, не злились бойцы. Сейчас пропускает. Да, пропускает немного навстречу. Артем не заряжается, поэтому как бы не наносит сильного урона. То есть Кондрат ударил, но тем не менее Артем... И по корпусу пробил даже, мне кажется, ниже пояса пробил сейчас Артем. Не знаю. Да, ниже пояса немного пробил Артем. Попал. Есть время восстановиться у Кондрата. Да, если посмотреть на повторе, то видно было, что как раз Александр останавливал уже бойцов, и в этот момент остановки Артем нанес удар. Да. Ну, там, можно сказать, даже в линию пояса был удар. Как заряжают сильная поддержка. Да, на поединок, не знаю, на к сожалению, атаку. кого заряжают, но... Вновь обмен ударами, и сейчас отлично. Кондрат попадает, пытался в клинче спасти сейчас. Артем пропустил он удар. 3, 4, 5. Вновь в клинче, с клинча пытается работать. И да, успешно. Кондрат отработал этот эпизод, отработал этот клинч. 3, 4, 5, 6, 7. Тёма, реагируй. 8, 9. Бой! О, какие тяжелые удары, немного пропустил. Уже. Видно, второй раунд, выдохлись ребята, но тем не менее на характере закончили этот второй раунд. На духе.
Итак, друзья, в данном поединке техническим нокаутом в конце второго раунда победу одержал Кондратюк Владислав по прозвищу Кондрат. Артем, фаворитом был в начале. Что случилось? Вот это я расстроился, реально. Очень сильно расстроился. Фу, Паш, как ты обещал, ты мне потом сделаешь. Мы обсуждали. Я думал, сегодня выиграю. Хотел присвятить победу 2 года жизни от Максима Дадашева. Крутой был боксер. Вчера было 2 года ему. Я Лену, его супругу, поздравил. Я думал, выиграю, посвящу ему этот бой. Но не получается. Блин, не ожидал от Кондрата, что он мне тыкнет. Тут реально. Я не ожидал. Вот я, настроен был настолько, никого не подвел, хотел победу взять. Андрюхе спасибо. Грош, не расстраивайся, реально. Все, спасибо зрителям, спасибо за атмосферу. Андрюха. Ой, Артем, спасибо за бой. Давайте следующего. На самом деле много кто писал, что Кондрат низкого уровня соперник, и что ему попадались там, кроме гладиатора, никто сильно не попадался. Сегодня он доказал, что может работать и показывать хорошие поединки с самыми топовыми бойцами Махача и базовыми боксерами. Поэтому, я думаю, ребята заслужили бонус. Громче, громче, поддержите ребят. Спасибо им за этот яркий поединок. Скорейшего восстановления. Ждем вас еще, друзья. Привет, меня зовут Саят. Перед боем я особо не волнуюсь. Просто самое главное настроиться на бой и все. О своем сопернике я ничего не знаю, но желаю ему удачи, пусть победит сильнейший. К этому поединку меня готовил мой близкий друг, старший товарищ Баударбеков Самат Казиханович. На этот поединок я не готов никаких фишек. Свое будущее Махача я вижу высоко в рейтингах. Девиза в спорте нету, но если упорно тренироваться, то все получится. Всем участникам желаю успехов, удачи и как можно меньше травм. Приветствую, меня зовут Горенко Леонид. Прозвище у меня Ледяной. Дрался в 4-м сезоне, оппонент был очень сильный, но я держал победу уверенно достаточно. В основном ничего не поменялось, готовился очень серьезно, очень жестко, поэтому завтра будем показывать очень мощный бой. В принципе, мои выступления насыщены разными фишечками, бьющие обеими руками, двигаюсь хорошо. Только сегодня узнал, предыдущий соперник у меня вчера слетел, сегодня увидел, ничего не знаю конкретно по сопернику. Особо ничего не чувствую, мандража нету. Готовил меня мастер спорта международного класса Кучава Бека, боксерский клуб «Престиж». Порхай как бабочка, жаль как пчела. Итак, продолжаем, друзья. Наш следующий поединок, и поприветствуем нашего первого бойца. И встречаем Горенко Леонид по прозвищу Ледяной. Леня — это боец, который сумел всех удивить в 4-м сезоне Махача и закатил невероятный поединок против Нечепуренко Артема по прозвищу Агрессор. Приехал к нам из города Винницы. Его рост 176, вес 68, ему 27 лет. Базовый боксер, многократный чемпион Винницкой области по боксу. Давайте поприветствуем Леню и пожелаем ему удачи, друзья.
Поприветствуем его оппонента Касембаев Саят. Один из самых жестких бойцов, которых мы увидели на кастинге в Казахстане. КМС по кикбоксингу, многократный чемпион Казахстана, приехавший к нам из города Караганда. Его рост 180, вес 65 и ему 30 лет. Базовый кикбоксер, посвятивший данному виду спорта всю свою жизнь. Сегодня дебютирует в нашей организации, поэтому давайте его поприветствуем. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Так, дорогие друзья, в желтых тейпах у нас дебютант из Казахстана Саят. В черных тейпах у нас Ледяной, который имеет уже один поединок в Махаче. Да, ну слушай, против агрессора в таком дебютном поединке Ледяной хорошо себя показал, но посмотрим, вот здесь центр уверенно занимает Саят. О, и пропускает как раз, да, интересно. пропускает немного от Ледяного. Ледяной пока высматривает, отлично пробивает по корпусу. Ледяной, я так понимаю, чуть-чуть у нас потяжелее будет Саята. Ну да, Саята видно так сухой, но должен быть говорится, очень быстрым. жилистый, Очень хлесткий. быстрым, да. И сейчас попадает, да, Лев. видишь, джебы хорошие. Правый залетает. Саят, ну это слева, да, вот как любой левша работает. Ледяной начинает с левой руки свои атаки, но не стоит. Стоит также обратить внимание на его переднюю руку. Сейчас вновь пробивает по корпусу Ледяной. Еще не стоит Ледяному забывать о том, что нужно все-таки заступать за ногу соперника, так как он левша, ему нужно постоянно зашагивать за его ногу переднюю. Я думаю, этим Саят воспользуется, если не будет зашагивать, потому что у Саята очень большой опыт выступления в кикбоксинге. Вот видишь, то есть я так как я левша, мне постоянно тренера говорят, всегда нужно заходить за ногу и всегда смещаться в правую сторону от правши. Да, вот сейчас отлично вновь пробивает по корпусу и залетает вперед так, с правой руки. Ой, прошу прощения, с левой руки. Работаем красиво. Сильнейшей руки залетал Ледяной. Но такое ощущение сейчас, вот судя по картинке, то более увереннее себя чувствует Саят, скованнее немного Ледяной. Видно, зажатость такая небольшая, да, подсаживается, но видно, смотри, как работает Саят руками, так пытается раздергать, немного такой игровой манере работает. И как он легко наносит с какой легкостью он наносит свои удары, а он сейчас пропускает от Ледяного. Саят. И еще один пропускает такой же, и все прилетает в бороду. И заканчивается первый раунд, ребята идут на отдых. Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! Вот здесь первым начинает у нас Саят, но в моменте он от того, чтобы его сконтрил Ледяной. Такой, да? Он легкий, быстрый. Легкий, быстрый, да, вот хорошо работает, но вот Ледяному нужно переиграть Саята, несомненно. Пробивает по корпусу передней рукой Ледяной. И вновь по корпусу. Да, не успевает отвечать ему Саят. О, какой хлесткий джеб был. Это было порядочно. Да, отлично прикормил его, получается, по корпусу Ледяной. Перевел на голову и не увидел этого удара Саят. И еще один туда же джеб. Даже немного повело. Повело немного даже Саята. Саят, мое почтение. Саят держит удар порядочно.
И вот тут бы Ледяному дожать этот эпизод. Уже немного растерян Саят. Проваливается, к сожалению, Ледяной. Ну и видишь, пока не реагирует Саят на то, как проваливается Ледяной. А вот сейчас уже подключает свои удары Саят. До этого он просто стоял. И снова Саят пропускает. Саяту нужно работать, больше работать. И не на всю дистанцию он наносит удар своей дальней рукой, не полностью раскрывается, как-то знаешь. Возможно, в голове у него не тот план, потому что он его выжидает, но... О, сейчас с опущенными руками, конечно, пропускает Саят от Вот Ледяного. то, что мы говорили, когда ты опускаешь руки, тебя наказывают. О, очень опасно работает. И очень агрессивно работает Ледяной. Слушай, ну у Опасно для Саята борода Саята. железная, просто. Держит удары. Сколько но... уже в бороду прилетело четких акцентированных ударов, тем не менее, Саят стоит и держит. Стоит, но пока еще пропускает что удар. это происходит? Еще! Ну вот если Ледяной попадет акцентированно слева, то для Саята будут очень большие проблемы, потому что реально вот Саят пока, ну, честно, не дорабатывает. Да. А вот сейчас хорошо встретил в разрезе Саят под концовочку. Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время, бой. Дорогие друзья, третий заключительный раунд у нас. Саят, вновь натыкается Саят на джеб. Тот же самый джеб. Вроде бы ничего. И как правильно он делает, он зашагивал только что. За ногу. Да, вот, всегда нужно уходит, смещаться вправо, левша. Ну, не всегда, возможно, но тем не менее, по ситуации. Но сейчас Ледяной делает все правильно. Все правильно и вот делает, красиво двигается в сейчас правую мог бы уклониться и вынырнуть с ударом Ледяной. Передняя рука, конечно, у Ледяного хорошо работает, но вот вторую еще руку не подключил. Саят, в свою очередь, работает довольно так, знаешь, непринужденно набрасывает удары. с Саята есть одна проблема. Он опускает руки. Да, есть опускает руки и как раз постоянно натыкается на этот джеб от Ледяного. Сейчас неплохо так зарубились боковыми ударами. И хорошо Саят уходит и выходит и дает боковой. Ледяной же подключает свою... Работает корпус, левую руку нужно включать Ледяному, потому что... Да, вот по сути он большую свою часть... Дорабатывать нужно эту ситуацию. Как это было красиво, провалил и нанес джеб, и сейчас подключает свою левую руку, но падает, оступился немного Ледяной, и тут же, нокдаун, какой неожиданный поворот событий. Очень неожиданный. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну не реагируй, 9. Бой. И надо дорабатывать. Я думаю, сейчас и Саят почувствовал то, что надо дорабатывать, дожимать этот эпизод и, в принципе, забирать раунд, потому что поединок, как по мне, вот второй раунд точно не в его пользу прошел для Саята. Здесь нужно забирать. Итак. Парню нужно дорабатывать. Ледяной немного замедлился, выжидает сам уже с последних сил. Бойцы на оглашение. Итак, в данном поединке раздельным решением судей победу одержал Касимбаев Саят. И вот так дебютант вырывает победу в столь сложном поединке. Вырывает победу, хотя вы, дорогие зрители, можете в комментариях Леня, всё яркий обсудить. бой. Как тебе оппонент с Казахстана? Чуткий паренек. Чуткий пацик. Ничего не буду говорить в оправдании. Очень сильный парень. Немножко не доработал я. Это такое. Поздравляю оппонента. Красавчик.
Саят, с победой тебя. Как тебе твой дебют и как тебе Леня? Всем привет. Ассаламу алейкум. В первую очередь хотел сказать альхамдулля. Я одержал победу, слава Всевышнему. Спасибо моему оппоненту. Очень крепкий, достойный соперник. В этом бою я вышел с маленьким недовесом. Ну ничего, одержал победу. Спасибо организации, спасибо, Андрей, вам, что предоставляете возможность нам, бойцам с Казахстана, выступать здесь, на арене, в таком большом ивенте. Хотел сказать спасибо сказать, в первую очередь, своей маме, своим всем близким, друзьям. Хотел сказать спасибо человеку, который меня подготовил к этому бою. Баударбеков Самат Казиханович. Это близкий мой друг, старший брат и товарищ. Спасибо большое. Еще хотел сказать спасибо моим угловым Рафа, Валера, Хуанышага, вам отдельно спасибо, что всегда рядом с нами, поддерживаете везде. Спасибо еще раз тебе, брат, за бой. Очень достойный соперник. Спасибо. Еще хочу сказать спасибо за подготовку к бою. Мой тренер Бека, мастер спорта международного класса, готовил меня парни с ним. Спасибо большое фирме Pitbull охраны, которая помогает мне держаться на плаву, которая обеспечивает меня и питанием. И всем спасибо большое. В общем, еще увидимся, ребята, еще увидимся. Никуда не уходим. Ледяной только будет показывать еще класс. Спасибо большое. Я думаю, бойцы заслужат за такой яркий, красочный поединок бонус. Что скажете? Спасибо еще раз этим гладиаторам. Привет, меня зовут Илья. Я приехал к вам уже в 4-й раз. У меня прозвище «Андердог». Хочу предупредить заранее, драться не боюсь, боюсь очень сильно камеру, поэтому не обессудьте. Ну, я провел 3 боя. 3-й бой я проиграл, познакомился очень с хорошим человеком. Сейчас мы хорошие друзья, я рад этому. Подготовка на этот бой у меня вообще уникальная. В мою подготовку входили такие упражнения, как отжимания, 3 подхода, бой с тенью, 3 раунда, все. Никаких фишек на поединок я не готовил. Мы пацаны простые, выходим, деремся. О противнике могу сказать, что противник мой очень сильный такой парень. Я надеюсь, мы покажем очень красивый бой. Даст Бог, победа будет за нами. Перед боем чувствую такую сильную груз ответственности. Столько людей смотрят, не хочется их подвести. Эмоции обычные, такие, как и были, когда была 1/16. Если мой соперник срежется, на меня это никак не повлияет. Просто у меня не будет боя. Я не хочу, чтобы так было. К этому поединку я готовился сам. Мне хочется просто, чтобы меня запомнили как бойца, который не выбирает себе соперника, выходит, дерется, когда ему скажут. Даст Бог, будет здоровье, буду звездой. Просто хочется, чтобы меня запомнили. Классно. Я никогда не подумал, что я буду в такой организации. Это очень классно. Мне очень приятно выступать в Махаче. Мой девиз в спорте – падал, подымался. Здравствуйте, меня зовут Карен Манукян. Грант Мирзаян и Артак Назарян – это мои тренера, бойцовский клуб «Спартак». Спасибо ребятам, которые в спарринге поддерживали нас. Чуть-чуть функционалку добавили, темп, потому что это голые кулаки. Тут надо более очень жестко подходить к этому спорту. Это как бы голые кулаки, травмы очень серьезные, поэтому лучше первому нанести какие-то ущербы сопернику и досрочно закончить этот бой. Меньше трав. Но есть пару фишек, будем завтра пробовать их использовать. Будем смотреть, что пройдет помимо этих фишек. Будем завтра показывать хороший, яркий Махач. Эмоций никаких, спокойно, есть цель, идем к своей цели, тихо, уверенно, спокойно. В Махаче, честно говоря, ничего не хочу загадывать. Вот в Гран-при идем, хочу до чего-то дойдем, дальше больше будет видно. Наперед не загадываю.
Противнику, что хочу сказать, без трав, достойный, чтобы бой показали. Итак, друзья, продолжаем наш следующий поединок в рамках Гран-при легкого веса. И поприветствуем первого бойца Карен Манукян! Один из самых сильных бойцов Махача весовой категории 65-70. Армянский украинец, чья уверенность заставляет трепещать соперников. Представляет город Харьков. Его рост 177, вес 69,9 и ему 21 год. Базовый боксер, КМС по боксу, лучший боксер Харькова 2017 года. Перешел в ММА и показывает отличные результаты на профессиональном уровне. Грозный нокаутер, с которым стоит считаться. Давайте еще раз поприветствуем Карена, друзья. Поприветствуем его оппонента Ярмолецкий Илья по прозвищу Андердог. Представляет город Житомир, базовый боец ММА, многократный чемпион Житомира по ММА и панкратиону, серебряный призер Кубка Украины по ММА. Его рост 172, вес 69,9 и ему 22 года. На Махаче он уже дрался 3 раза. Имеет 2 победы и 1 поражение. И то поражение, когда он вышел на ультракоротком уведомлении против Харитонова Валеры по прозвищу Бамблби. Давайте встретим Илью и поприветствуем его в нашем мишкоконе, друзья! Слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Разошлись. Пожали руки, разошлись. Оп. Судьи готовы? Первый раунд, премия, бой! Итак, в черных тейпах у нас Карен, в желтых тейпах у нас Андердог. И полетел Карен вперед. сразу. Вот это да! Было! Андердог! Казалось бы, Карен полетел, но наткнулся на такую... Смотри, вновь Карен пытается сейчас физикой перебороть, но напором сейчас Карен хочет забрать, вернуть должок, летит вновь вперед, пытается отбиваться сейчас, и вновь в нокдауне оказывается Карен. 3, 4, 5. Ох, как зарядил! Ох, как зарядил! С учетом того, сейчас Карен пытается реально, вот смотри, как Карен понесся вперед, самое главное не нарваться Карену вновь на удар, пытается дожать этот эпизод, добивает он. У мешков добивает он. Замечание желтого, Илья. Что происходит, дорогие друзья? 2 нокдауна уже в первом раунде. Андердог реально удивлял. Но вот Карену сейчас нужно собраться, потому что... О, уже тяжелыми ударами. Смотри, как пытается вернуть Карен. Да. Какой сумасшедший первый раунд. Вау! Просто нереально! Просто нереально! Андердог! Парень, что ты делаешь? Что произошло?
Какие пушки он выкидывает, просто нереально. Невероятно. С учетом того, что Карен реально сильный боец, что Очень творит сильный боец андердог? этот Карен, но тем не менее, В данном поединке техническим нокаутом в первом раунде на 1-й минуте 11 секунде победу одержал Ярмолинский Илья по прозвищу Андердог. Каренчик, все тебя считали фаворитом. Чего не хватило? Скажи, пожалуйста. Это было много. Всем спасибо за поддержку. Я на следующий сезон вернусь. Лучше чуть-чуть будет все. Так что без меня, ребята, не скучайте. 70 килограмм, шуму еще много будет. Настоящий андердог оправдал свое прозвище. На самом деле никто не ожидал от него такого поединка. Что там, расскажешь сейчас, что это такое? Всем добрый вечер, ой, добрый день. Блин, я реально выходил сюда на войну. Блин, это такой у меня соперник вообще жесткий. Спасибо тебе большое, брат. Мне сегодня повезло, реально. Я по тренировкам вообще не занимаюсь. Спасибо моим пацанам, моему городу Житомиру. Всем большое спасибо. Валера, мой друг, с которым мы дрались, с которым я выскочил. Мы с ним подрались, мы сейчас кореша вообще лучше. Будем топить. Все, всем спасибо. Посмотрите, врачи, руку, пожалуйста. Спасибо еще раз бойцам, давайте им поаплодируем.